Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, потому что узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции. Плейлисты находятся на главной странице канала. Там, где написано главное, видео, плейлисты, сообщество, там канале и так далее. Вот, заглядывайте непосредственно, проваливайтесь в плейлисты, там появляется много папочек, выбирайте, которая вам нравится, и смотрите видео. Я надеюсь, видео вам понравится, вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности, моя большая-большая группа поддержки. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Вот с такими ниточками, с которыми мы уже один раз работали, вот с такой палитрой, да. Называются ниточки, новички, кто еще не знал, смотрите. Alize Angora Gold, и потому что секционное вот такое окрашивание батик. Итак, смотрим, что здесь по составу. 80% акрил, 20% шерсть. Нам здесь советует производитель, берите крючок от 2 до 4. Мы берем, получается, вот. Ну, я, по крайней мере, беру 3. Мне нравится и удобно вязать 3. Вы, естественно, берете 2, если хотите вязание поплотнее. И, естественно, берете крючок чуть побольше, да, если хотите более воздушное, более рыхлое вязание. Итак, смотрите, в данном мотке, получается, в 100 граммах находится 550 метров. Цвет, смотрите, запоминайте, записывайте 66, 20. 66, 20. Угу. Вот такие вот ниточки. Ну что, свяжем? Итак, кто давно на канале знает, что делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. У нас сегодня ниточка будет чуть потоньше, крючок тоже чуть потоньше, поэтому можем набрать с вами и образец как бы чуть больше петелечек. Раппорт узорчика будет равняться 8 петелек. Давайте мы с вами наберем, получается, 35 петелек, то есть мы дополнительно наберем кромочные петельки, чтобы красиво узорчик наш закончить. Договорились? Итак, моточек вы можете брать ниточку как снаружи, так и изнутри, да, то есть как вам будет удобно. Удобно, конечно, изнутри, но кого как получается. Итак, для начала мы делаем петельку фиксации. Все как всегда. Ее, получается, при наборе петелек мы не считаем. Так, петелька фиксации есть. Теперь 35 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Вот наш будущий образец. Дело в том, что в узорчике у нас должны быть воздушные петельки, да, и чтобы новички не потерялись и не спутались, давайте сделаем вспомогательный ряд. То есть мы делаем 3 петельки подъема, 1, 2, 3, отсчитываем от крючка 5-ю петельку, 1, 2, 3, 4, 5, накид, ныряем в 5-ю петельку, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Дальше накид, следующую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и опять провязываем 2 петельки, 2 петельки. И так далее, в каждую петельку ныряем и провязываем столбики с накидом, да, для того, чтобы мы в дальнейшем могли браться за верхушки каждого столбика, мы верхушки не потеряем. Если воздушные петельки новички еще могут потерять, то верхушки мы точно не потеряем. Не забывайте, что количество столбиков должно равняться количеству набранных вами петелек. То есть если я набрала 35 воздушных петелек, у меня должно получиться 35 столбиков с накидом. И не забывайте, что вот эти первые 3 петельки подъема, которые мы делали, это имитация столбика. Мы тоже считаем как за столбик. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я сейчас провязала. Теперь я довязываю до конца ряда. Вы вместе со мной. В конце ряда я вас встречаю. И продолжаем дальше узорчик. Угу. Давайте. Так, смотрите. Вот такая вот у нас интересная дорожка получилась. Розовенькая пока. Идем далее. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Следующий столбик. Вот столбик. Да, не первый, а второй. Мы провязываем столбик с накидом. 1. И в следующий столбик с накидом 2. А теперь смотрите, делаем накид, пропускаем 1 столбик, направляемся ко второму столбику, ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем, смотрите как. Вначале 1 петелька, потом 2, 2. То есть у нас такой как бы немножко удлиненный, и вот так вот наискосок стоит
столбик с накидом. Далее что мы делаем? Воздушную петельку. И вот так немножечко ее потянули. Не сильно, но чуть-чуть потянули. Держим на крючке. Дальше, смотрите, ныряем вот в эту арочку, которую только что сделали. Вытягиваем ниточку и ее провязываем. Раз, потянули ниточку. Теперь 2 держим петельки на крючке. Опять нырнули в арочку, вытянули ниточку, провязали 3. Потянули ее, да? Дальше точно так же сделали 4. Точно так же 5. Точно так же 6. Точно так же 7. Точно так же 8. Теперь все вот эти петельки на крючке провязываем одним махом. Оп. И обязательно зафиксировали. Оп. Понятно? Вот такой у нас получился с вами треугольничек. Идем дальше. Накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й шагаем и провязываем столбик с накидом. Раз. Дальше в следующий столбик. Столбик с накидом 2. И в следующий столбик столбик с накидом 3. Вот. Понятно? Вот такая красота. И дальше опять повторяем. Накид. Пропускаем 1 столбик. Во 2-й столбик ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем 1 петельку, затем 2, 2. То есть вот такой вот косой удлиненный столбик. Воздушная петелька потянули. Ныряем в арочку, вытягиваем петельку и провязываем ее 1. Уже 2 петельки. 3 петельки. 4 петельки. 5 петелек. 6 петелек. 7 и 8. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Понятно? Здесь пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й ныряем и провязываем точно так же. Опять 3 столбика с накидом, треугольничек. 3 столбика с накидом, треугольничек. 3 столбика с накидом, треугольничек. И вот так вот до конца ряда. Угу. Вот такая вот получится красота. Давайте до конца ряда самостоятельно, несложно. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот когда провяжете полностью весь ряд, да, то мы заканчиваем точно так же, как и начинали. Начинали мы 3 столбиками с накидом и заканчиваем точно так же. Раз столбик, 2 столбик. И вот у нас 3 петельки подъема. Так, ныряем в 3-ю петельку и провязываем последний 3-й столбик с накидом. Все, ряд закончен. Далее 1 воздушная петелька, поворот. И мы сюда же опять ныряем и провязываем столбик без накида. Раз, столбик без накида 2. Столбик без накида 3. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Далее мы перепрыгиваем полностью весь наш треугольник и допрыгиваем вот до этих 3 столбиков. И провязываем эти 3 столбика столбиками без накида. Раз, два и 3. Понятно? Как только 3 столбика провязали, опять набираем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Перепрыгиваем полностью весь треугольник. Вот наши 3 столбика с накидом. Мы беремся за верхушки и провязываем как 3 столбика без накида. Раз, два, 3 и так далее. Поняли, да? Вот 3 столбика, 5 воздушных. 3 столбика, 5 воздушных. 3 столбика, дальше у вас будет 5 воздушных, 3 столбика, 5 воздушных, 3 столбика. И здесь в конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте. Дальше самостоятельно вы справитесь. Так, провязали до конца ряда. Дальше что мы делаем? Мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И провязываем вот эти наши 2 столбика, которые были без накида, столбиками с накидом. Раз столбик с накидом и в следующий столбик 2 столбик с накидом. Далее смотрите, мы, получается, ныряем вот в эту нашу арочку, вот наша арочка, и провязываем сюда 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Как только 3 столбика провязали, делаем накид. Вот у нас были 3 столбика, раз, два, 3 без накида. И мы присоединяемся к самому среднему столбику и провязываем удлиненный столбик с накидом. То есть мы провязываем 1 петельку, 2, 2. То есть мы с вами повторяем самый первый ряд. Понятно, да? Вот наши 3 столбика. Вот наша косая, так скажем, по диагонали расположенный столбик. Итак, воздушная петелька. Потянули петельку. Угу. Далее ныряем вот нашу арочку, вытягиваем ниточку и провязываем ее. Уже 2 петельки. 3 петельки. 4 петельки.
5 петелек, 6 петелек, 7 петелек, 8 петелек. Все вместе провязали, зафиксировали. Как только вы сделали вот этот треугольничек, то вы сразу же переключаетесь вот, получается, на арочку и провязываете в арочку 3 столбика с накидом. То есть вы, получается, повторяете полностью весь первый ряд, но просто с небольшим смещением. Поняли, да? Вот видите, вот эти 3 столбика, вот они 3 столбика и есть. Угу. Вот они 3 столбика и есть. Дальше. Как только 3 столбика сделали, делаем накид. И опять вот наши 3 столбика без накида. Раз, два, три. Вот к среднему столбику присоединяемся и провязываем удлиненный столбик. 1 петелька, 2, 2. А дальше опять же треугольничек. Потянули ниточку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали, зафиксировали. Понятно, да? И опять в арочку провязывайте 3 столбика с накидом. Вот. У вас будет точно такая же картина, как в самом первом ряду, просто с небольшим смещением. Да? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш ряд второй практически довязан. И здесь, когда мы закончили в арочке провязывать 3 столбика с накидом, мы переключаемся вот на эти последние 3 столбика и просто их провязываем как 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Все, ряд наш закончен. Следующий ряд мы будем повторять ряд, который у нас находился над нашими треугольничками. Воздушная петелька, поворот и сюда же столбик без накида. И следующие столбики, полностью все столбики, которые здесь стоят, мы все провязываем столбиками без накида. То есть 3 первых столбика и потом 3 столбика по узорчику. Итого получается 6 столбиков без накида. Как только 6 столбиков провязали, делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Перепрыгиваем наш треугольничек и присоединяемся к 3 столбикам с накидом, 3 столбиками без накида. Раз, два, 3. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Перепрыгиваем и провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, 3. Понятно, да? И вот так вот до конца ряда. Давайте, у вас получится. Так, вот такой вот необычный узорчик получается. И теперь что мы с вами будем делать? Мы будем повторять точностью полностью 100% самый первый ряд. То есть мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3, поворот. И первые 2 столбика мы провязываем как столбики с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Далее мы, получается, 1 столбик пропускаем, накид, и в следующий столбик ныряем и провязываем удлиненный столбик с накидом. То есть будем формировать треугольничек. Воздушная петелька потянули, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Нырнули, вытянули, провязали 3 петельки и так далее. 4, 5, 6, 7, 8. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Вот. А в арочку ныряем и провязываем наши 3 столбика. Да? Ниточка у меня, конечно, такая бледно-розовая, да, чтобы хотелось вам показать. Вы можете нырять в арочку, да, а получается можете нырять непосредственно в петельку. Я уже на некоторых видео показывала, что в петельку нырять намного, конечно, красивее, но это, конечно, очень тонкая работа, и в зависимости от пряжи не у всех может это получиться. Когда вы ныряете непосредственно в петельку, то есть вязание как бы более аккуратное. Но если у вас нет такой возможности, да, не позволяет пряжа, не позволяет зрение, не позволяет крючок, видите, как она получается? То есть вот мы провязали просто в арочку, видите, провалились. А вот мы провязали четко по петелькам. Если у вас получается, это будет шикарно, это будет красиво. Если у вас пряжа крупная, если у вас крючок крупный, да. Если нет, бог с ним, не майте зрение, то есть делайте непосредственно в арочку. Вот еще раз покажу, вот арочка, видите, как она проваливается. А вот непосредственно в петельку. И когда в петельку, мне, конечно, нравится больше, но тут просто на любителя. Угу. Вот смотрите, вот такая красота получается по итогу. То есть сейчас мы повторяем полностью первый ряд, потом будете делать вот такие вот арочки большие, да. Потом будете повторять второй ряд, вот такие арочки и так далее. То есть
Полностью повторяйте, повторяйте, повторяйте. Уже раппорт узорчика вертикально мы сделали. Теперь наша задача увеличить образец на несколько рядочков. Давайте увеличим и встретимся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Да, мы увидели, как происходит потихонечку, аккуратненько смена цвета. Да? Интересно? Гляньте, какие-то получаются даже как бы перламутровые такие жемчужинки, да, как их назвать правильно. Узорчик, видите, вот такой вот двусторонний. Какая сторона вам нравится больше? Такую сторону делайте лицевой, другую, естественно, делайте изнаночной. Вот такой вот воздушный, нежный, аккуратный. Вот такие вот ракушечки, да, можно назвать, жемчужинки, ракушечки. Вот такой вот нежный узорчик. Давайте замерим. Смотрите, мы, получается, набирали 35 воздушных петелек. Если же это же пряжа, этот же крючок, допустим, это же плотность вязания, да. Сегодня, получается, образец небольшой. Вот это у нас будет что-то наподобие 15,5 сантиметров. А здесь у нас получается каждая жемчужинка, да, это 2 ряда. Видите, раз, два. Угу. Дальше раз, два. Получается, считаем по 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. Ну и первый наборный мы набирали 11, да. Если мы с ним вместе посчитаем, то это получается у нас, ну вот, 10,5 тоже, да, сантиметров. Вот такая вот красота. Вот такая вот красота. За счет воздушных петелек, естественно, наш узорчик будет тянуться. Представьте, в этом узорчике палантинчик, кофточку. Кстати, смотрите, как сбоку узорчик смотрится, да? То есть, получается, смотрит наискосок эти ракушечки. Либо с другой стороны, сбоку. Можно и так, да? Представьте, легкий снудик, шарфик. Возможно, это летний кардиганчик, кофточка. Как вам? На заметочку. Интересно? Интересно. Обязательно напишите в комментариях, куда можно использовать данный узорчик. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. А также подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появятся новинки. Под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться с друзьями, подружками». Делитесь в различных соцсетях. Заранее спасибо большое. И нажимайте на плюсик. Так вы сохраните данное видео к себе в плейлисты. И вяжите с удовольствием. В любое для вас удобное время. Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.